Добрый день! Сегодня я отправился в Линкоу, холм между Синбэем и Таоюанем. Там находится стартап терраса. Мы нашли там компанию, которая будет нам помогать с запуском. Ну, я надеюсь, что они будут помогать и смогут это сделать с запуском проектов. Ехать туда не очень просто получается из Тайчжона. Две пересадки здесь, благо автобусы бесплатные, пересадки бесплатные. Потом, значит, High Speed Rail, точек проехать на метро, на местном. Вот, ехать туда около 2,5-3 часов. Ну и я постараюсь заснять свой путь по дороге в Линкоу. Здесь быстрые автобусы по выделенной линии ходят. Вон там висит табло, на котором видно время прибытия. Вот подходит мой автобус. В автобусах используются вот такие транспортные карты. Просто прикладываешь их на входе и на выходе из автобуса. Но общественный транспорт в городе Тайчжон бесплатный. Теперь мне нужно пересесть на другой, на радиальный маршрут. И вот как раз поехал автобус, это был мой. Очередной раз сталкиваюсь с тем, что здесь не существует никакого метода прокладки маршрута, кроме как Google карта. Но Google карта имеет обыкновение, уже не один раз с этим сталкивались, имеет обыкновение путать время прибытия автобусов не в лучшую сторону. То есть он убавляет время. Получается так, что ты, прокладывая маршрут, постоянно не успеваешь на пересадку автобусов. И если попробовать прокладку маршрута, то он говорит: а теперь иди в другое место. И обычно выбирает, ну, такую достаточно далекую остановку от того места, где ты находишься, не предлагая подождать на этой остановке следующего. Но ты, когда идешь на другую остановку, пока ты доходишь, там тоже уходит твой автобус. Получается, что ты постоянно опаздываешь на пересадки. Я тут даже иногда скучаю по моему любимому Дубльгису. Подъехал автобус со сломанным индикатором. С горем пополам и на ломаном китайском. Выяснилось, что это мой автобус. Сел. Надеюсь, приеду туда, куда надо. Я приехал на станцию высокоскоростной электрички. Сосед. Итак, моих 5 слов по-китайски и 10 по-английски хватило, чтобы купить билет. Билет стоит 540 тайваньских долларов. Отбытие получается в 12, прибытие в 12:36. До Таоюаня 36 минут. Ну, это да, это неплохо. Билет выглядит вот так. Сама электричка
идет по верху, по эстакаде, достаточно высокая эстакада. Объявляют посадку. Я понял, вот эти номера, это номера вагонов. У меня вот здесь 5-й вагон, 14С место. Угу. А сам поезд прибывает на 2А путь. Это 2Б. Значит, мне нужен вот этот. Рассматриваю конструкцию самой станции. Ну, понятно, навес, чтобы не зависеть от дождя и солнца. Не закрытый, потому что зимы нет, это все понятно. Но что вот это за отражатель? Я не очень понимаю. Помимо желтой полосы, как в метро, здесь еще есть вот такой путь. Вот здесь, я так понимаю, становится будет дверь. И вот тут указаны номера посадочных мест. Отличаются от езды на поезде или машине. Скорость не чувствуется. Вот такие классные места. Я даже не знаю, какой-то нереальный вид. Долина, я не знаю, долина, холм. Облачность сегодня какая-то очень низкая. Пригорода Синьчжу. Вообще вызывает определенный трепет вид того, как можно использовать территорию одновременно и под посадки, и под разведение рыбы, вон какие-то цапли ходят. И при этом реки облагорожены, все пространство каким-то образом используется, нигде никакого мусора, ничего лишнего. Так, мы, похоже, прибываем. Так, если я правильно понимаю, метро здесь будет идти вот по вот этому пути, который идет по верху. Для перемещения по транспорту, ну такому обычному, нужна вот такая карта, но они бывают нескольких видов, но у меня вот это вот Easy Card. На нее записываются деньги и оплачивается проезд, в том числе и вот метро.
соответственно, мне нужно вот сюда, линк А9. А я нахожусь... Да, я на А17. Оттуда мы откуда-то приехали. Станция высокоскоростного поезда где-то вот здесь внизу. И я сажусь вот на этот поезд. Здесь тоже разметка. Встаем вот здесь, ждем там. Что-то футуристическое. Такой достаточно низкие потолки, яркое освещение, сильная вентиляция, как в самолете, шумит постоянно. И такое, тоже своеобразное приключение ездить на таких поездах. Кстати, больше оставляет впечатление, если с детьми, допустим, ехать, вот этот поезд, нежели высокоскоростной. Тот выглядит просто обычной комфортной электричкой. Это вот как раз Линкоу Стейшн, где мне нужно будет выходить. Вот так выглядят тут развязочки. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, 5 уровней. Туалеты выглядят на Тайване. Они как-то вот всегда вот какие-то вот такие чистенькие, ухоженные, бесплатные. Всегда будет комната матери ребенка и инвалидов отдельно. При том, что по Тайваню действуют сети 5G, 4G, а 2G уже отменены. Wi-Fi бесплатный есть куча где. Но до сих пор висят много где вот такие вот автоматы. Я не знаю для чего, зачем это в 21 веке. Почему никто нигде не пользуется? Ладно бы это кому-то нужно было. Может быть, это какие-то экстренные случаи. Не знаю, не могу себе объяснить. Выглядит здесь все необычно. Не то, что как-то там совсем не для Китая, не как Китай, но здесь как-то по-другому. Такая своя специфика есть определенная. Интересно, где автобусная остановка? Иногда не верится, что ты всего лишь месяц, может быть, 2 назад смотрел вот на это, вот прямо на эту улицу, я помню, смотрел с Google Street View, и мне реально не верилось, что я когда-то здесь буду идти.
часа переговоров в напряженном режиме, без обеда. Точнее так, последний раз я кушал, наверное, часиков. А что, наверное, в 9 часов завтракал дома. И сейчас время около 5. Чувствую себя не очень. Мерзну. Но при этом еще нужно ехать домой. Мне предстоит около 2,5 часов пути. Благодаря Google картам, которые работают непонятно по какому алгоритму, я оказался в Синбэе, хотя я был вообще в другом районе, и он мне предлагает ехать вместо Таоюаня в Тайчжон с центральной станции Синбэе на высокоскоростном поезде. Это, наверное, километров на 50 дальше от Тайчжона. Я собрал все пробки, голодный, до сих пор не могу найти никакого подходящего места, где перекусить. Почему карта не проложила мне маршрут через тот вариант, я не знаю. Причем Google уверял меня, что мне ехать буквально 1,5 часа, и я буду дома. Больше часа я ехал до Синбэя. Класс. Зато я побывал в Синбэе теперь. Так, я на станции High Speed Rail. Станция называется Бэнтяо. Второй раз уже реально проще. Даже учитывая то, что я на другой станции, все равно уже ориентируешься. Знаешь, что куда идти, что где как. Тут, конечно, интересное место. Надо мной 3 уровня вокзала. И над этим всем еще сверху стоит здание этажей 20. Там на 2-3 этаже там какой-то торговый центр с кучей переходов, пересечений. То есть вот я стою на High Speed Rail, и доходя до сюда был еще спуск в АСР, по-моему. Поезд это типа метро. О том, насколько шумно в Китае, да, ну, в Азии вообще, насколько кипиш, суета. Вот сейчас время не совает, да, почти 7:30, пятница. Ну, то есть время такое, сенокос, ехать всем домой, там, разъезжаться. И вот я прошел по всему вокзалу, да, это пересечение, да, с метро и с поездами. И вот атмосфера такая, что можно шептаться, и тебя все равно слышно. Поездка на этом поезде в вечернее время, в темное, напоминает реально полет в самолете. Потому что сам салон похож на самолет. И звук, и даже уши захватывают. А еще добавляет ощущение, что есть раскладывающиеся столики, и местные жители этим пользуются активно. Днем я этого не замечал, а сейчас это очень сильно заметно. Они перед посадкой в поезд набирают еды, а потом всю дорогу ее лопают. И так-то все бы ничего, но запах стоит очень сильный. И если ты, не дай бог, голоден, но это доставляет некий дискомфорт.
автобусы. А я не знаю, какой мне нужен. Надо сейчас будет смотреть Google карту. И вот опять произошло то, что происходит всегда с Google картами на Тайване. Он мне сказал, выйдешь с станции, там будет стоять автобус номер 151, ты на него сядешь, доедешь до почти центра Тайчжона. И вот я на него сел. Через 20 минут я оказался где-то далеко-далеко от Тайчжона. И это я еще очень хорошо вышел, потому что автобус, по-моему, ехал в Наньтоу или куда-то еще дальше. Километров так за 50 от Тайчжона. Сейчас пока не знаю, как я отсюда буду выбираться. Но Google карты на Тайване это просто дичь какая-то, а не программа. Она показывает, что попало. Заводит куда ни попади. При этом нормальный маршрут не дает никогда выбрать. Вот как-то так. Я очень доволен. 12 часов в дороге. И я черти знает где.